BYD вроде как, насколько мне известно, славятся своими батареями. Но здесь что-то пошло не так. И здравствуйте вам снова. Вот такой BYD приехал. Сейчас хлопцы на Master Series будут его ставить на ремонт. Ситуацион такой. В общем, у хозяина появилось ограничение мощности. Серега только что сделал диагностику, и он будет заниматься этой машиной. Показания по батарее. Минимальное значение по ячейке 3.28. Максимальное значение по батарее 4.177. Это очень большой разбег. По верху мы заряжены, по низу мы разряжены. Сейчас будем скрывать батарею, производить диагностику. Ну а дальше уже решим. Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Снял Сергей батарею с BYD. Вот так мы выглядим. Крышка у нас пластик. Ну, нижняя часть металл уже хорошо. Ну, в общем, давайте пока быстренько пробежимся с вами по любимой теме антикора. Итак, BYD, что ты там скажешь? Что ты нам скажешь? Есть? Да, панове, потрібно робити антикор. Здравствуй, BYD называется. Серега, а какого года машина? 19, да? А пробег не помнишь? 120 с чем-то. Не, ну в принципе 19 год и 120 пробега. Не сгнила. Сейчас Серега будет разбирать батарею, а мы будем стоять и отзыбать. Ну и вот начали отделять верхнюю крышку. Она здесь проклеена на герметик. Сейчас по всему периметру Сереге нужно ее пройтись, посрезать, приподнять. Интересно, какой в этот раз будет сюрприз от батареи. Чего она так расползлась. Пока Серега занимается батареей, вон Тесла приехала. Красивая, сотка, полноприводная. Ой, бедулька такая по сопротивлению изоляции. Диагностировали. Конкретно ни на что не показывают. А утром пришли. А все нормально. Такие плавающие ошибки. В общем, Андрюха будет разбираться. Ну, это реально тяжелая ситуация будет. Ничего, все победим. Ну и вот хлопцы сняли батарею. Вот дивіться. Конденсат. И вот здесь вот. Угу. Теперь сейчас я вам покажу. Вот так на отливе вам будет видно. Вот это все конденсат. Ой-ой-ой. Сейчас начнется борьба по вот этим всем разъемам, по окисям. Хлопцы, ну из практики. Бля, 2 недели машина точно была. Здесь по самым минимальным подсчетам. И вот еще один, посмотрите, какой разъем. Я, наверное, вам сказал, что машина будет тут недельки 2. Это я скромно сказал. Сейчас осматриваем батарею. Пацаны, то, что она повздувалась, это вам ничего не сказать. Сейчас я вам попробую показать
Вот эти вот полукруги. Теперь смотрите. Крышки пластиковые поподымало. Вот вам видно. Реально поподымало. Что-то какой-то залет по этой машине. BYD вроде как, насколько мне известно, славятся своими батареями. Но здесь что-то пошло не так. Для начала, смотрите, был такой разговор, и уже не первые батареи планировали ставить сюда балансиры. Сейчас для начала все перемеряем, поперечищаем все вот эти зелепудры, потому что все вот эти разъемы, не все общаются с вот этими БМСами. Вот одна БМС-ка, и вот вторая БМС-ка. Также идет, вот Серега подсказал, там следом вторая, точнее третья, и вот четвертая. Пацаны, тут работы. В общем, начнем с явного. Сушим, чистим, проверяем емкости, а дальше будем принимать решение. Ну, опять делаем осмотр по данной батарее. И смотрите, что Серега показал. Видите, вот третий номер. Ну, чтобы не сбрехать, на сантиметр он точно выше остальных. И следующий за ним чуточку ниже. Но здесь, сейчас я вам покажу. Нет, не получится показать. Ну, миллиметров 7-8 точно, да? Выше. Идет процесс проверки всех контактных групп. Сейчас Серега отсоединяет каждый разъем. Идет визуальный осмотр на наличие окиси. Пока Сергей занимается батарейкой, приехала Тесла, и Андрей сейчас будет выяснять, что она хочет. Проблема такая: правая сторона, две двери, не хочет работать. Сгорел предохранитель, там есть, поменяли предохранитель, все равно сразу же сгорает. Вот сейчас Андрей проверяет разъемы и проводку самой двери. Очень интересное оно там расположение. Вот этот жгут, где все разъемы, а ответная часть в стойке. Пока визуально ни зеленки, ни плохих проводов, ни гнилых, ни перебитых пока не нашли. Ищем дальше. Так, порассоединяли разъемы, вставили предохранитель, и он тут же сгорел. Сейчас Андрей будет отдельно прозванивать, с какой стороны хотя бы понять предохранителя идет коза, щоб уже зрозуміти, що потрібно. 10 Ом. Ну и вот, продолжая эту тему по ручке двери Теслы, у нас сейчас вопрос к вот этому блочку, который стоит в ручке. Ни разу мы его не разбирали, не пытались ремонтировать. Он, в общем, в козе. Сейчас Андрюха его на специальном оборудовании прогревает, что пытаемся скрыть. Для тех, кто не знает, оно все залитое. Хотя бы ради интереса. Можно их сделать? Нет. Этот блочок у них валялся и числился как поломанный. Поэтому над ним можно проводить эксперименты. Что-то хрустит. В общем, ковыряемся. Итак, сняли мы вот эту крышечку. Вот она у Андрюхи. Смотрите, нагрели на фене. В общем, оно крепится все по периметру. Здесь пока на данный момент явного ничего нету. Тесла есть.
Сейчас Андрюха будет принимать какое-то решение. Дальше уже залезть никуда. Итак, продолжили осмотр. И вот вам видно. Сейчас я поставлю это в центр камеры. Черная точка. Это прогар, дырочка в плате. Смотрим далее. Вот так выглядят эти B&B. С BID. Сейчас Серега будет прозванивать, проверять. Пока ругается на эту запчасть машина. Нужно все хорошо проверить. Визуально тут пока без питань. Ну, идет проверка прозвонка. Идет проверка всех предохранителей в данной цепочке. И смотрите, у нас вот сейчас вот, в общем, к первым двум у нас вопросы есть. Сейчас дальше прозвоним и будем смотреть. Вот он такой красавец, этот предохранитель. Вот там мы его только что отпаяли. Сейчас будем менять. Еще понять причину, чего он перегорел. Якого біса, як говорится. Не працює. Вот так с прогревом по чуть-чуть. Хотим долезть хотя бы до той дырки в плате. Посмотреть, что там. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Нижний, это получается минус. В общем, нашел Андрюха здесь выгоревшую дорожку. Сейчас пытаемся понять, куда она идет. В общем, здесь коза. Микроскоп. Ну вот такой электрический микроскоп. И смотрите, какая у нас беда по этим дорожкам. В общем, минус мы нашли. Опять мы, но это Андрюха нашел. А вот с нулем у нас беда. Плата эта многослойная. И она знатно загорела. Но у нас есть еще, которые можно разобрать, да? Ну, блин, те не работают. Понял. Ну, вот сейчас я вам еще покажу. Вот там. Вот это вот. Видно вам дырочка. Та, что была на плате с той стороны. Вот она с этой стороны. Дырень. Сейчас мы хотим попробовать увидеть, сколько там слоев. Так, вот Андрюха наводит резкость. Верхних только два видно. Два верхних видно, Андрюха чуть-чуть в сторону не увидел. О! А там, видишь, вон еще медь торчит. Вот такой там Наполеон. Ну и вот. Все по ПМПшке получилось. Сейчас Серега снимает. Там, где паялись, все обрабатывается лаком. Предотвратить всю эту гадость зелепудровскую на перспективу. И будут собирать батареи. Все это подзачищается. Все места вот это крепления крышки. И на новый герметик. И вперед. Продолжаем.